Ну, то, что я расскажу сегодня, must have для каждого, кто хочет покрасить миниатюру. Для чего же нам нужны будут кусачки? Всем привет, меня зовут Данил, это Цитадель Покраса, и сегодня я вам расскажу о основных инструментах. Прошлый видеоролик у нас был вводный, где я показал, что в целом понадобится. Сегодня я вам расскажу о основных инструментах, без которых в целом невозможен покрас. Инструменты, которые необходимы. Есть множество других, которых вы, возможно, слышали, знаете, но то, что я расскажу сегодня, must have для каждого, кто хочет покрасить миниатюры. Потому что без этих инструментов в целом будет тяжело. Можно, конечно, обойтись и без них, но в целом с ними будет в удовольствие, будет гораздо лучше и приятнее идти покрас миниатюр. Ну что ж, поехали. Так, ну и первый инструмент, который мы сегодня рассмотрим, это кусачки. Модельные кусачки можно купить в строительном, можно достать из набора с красками. Как это сделал я купил набор с красками Цитадель и достал оттуда кусачки, соответственно, цитаделевские. Есть другие от других брендов модельных. Модельные, как я считаю, подойдут лучше для наших целей, чем строительные. Строительные более грубые и срезатели, мне кажется, будут хуже. Но в целом и подойдут строительные, я думаю. Для чего же нам нужны будут кусачки? Для того, чтобы срезать миниатюру с литников. Как вы знаете, миниатюра в коробках продается на литниках. Ну, где-то на литниках, где-то нет. Вот, например, Games Workshop делает на литниках. И выкручивать их руками это не лучшая идея, потому что все равно потом придется дорабатывать миниатюру впоследствии, если срезать ее кусачками, плоской стороной, то проблем не должно возникнуть, и все будет хорошо. В любом случае это будет удобнее, чем срезать ее непосредственно руками. Вот, поэтому кусачка это первый инструмент, которым я рекомендую вам обзавестись, лишним не будет точно. Участвует при каждой сборке, при каждом срезании миниатюр, пользуюсь только ими, никогда не выкручиваю, потому что впоследствии все равно придется дорабатывать миниатюру. А дорабатывать мы ее можем с помощью такого вот скальпеля. Вот это уже можно купить в строительном магазине, либо же заказать на Алиэкспресс. Также есть модельные, также от бренда Цитадель есть. Но я предпочитаю пользоваться вот такими. Вот их можно купить в строительном магазине, какие-то в художественных магазинах. Очень хорошая штучка, помогает снимать облой. В будущем планирую снять еще один ролик про облой. Не еще один, а конкретный ролик только про облой, где я расскажу вам все. Как его срезать, что почем, что как, вот. В общем, вот такой набор ножей, опять же, must have для каждого, потому что используется всегда, используется везде. При каждой сборке миниатюры, при зачистке миниатюр, как раз таки после среза останутся следы, которые надо будет зачистить, и нож вам будет в помощь. И может работать как по пластику, так и по смоле, поэтому не ошибитесь, если вы купите себе набор хороших скальпелей. У меня он выглядит вот так, купленный в строительном магазине. Разные лезвия для разных целей. Кстати, на разных миниатюрах там что можно подзалезть всякие углубления, разные лезвия вам в этом помогут. Поэтому, кстати, вот где много лезвий, лучше, чем где одно. Потому что более функционально, и в целом, в общем, рекомендую брать, где много лезвий. После того, как мы срезали, вот в доработке можно использовать как скальпель, так и надфиле. Надфиле это следующий инструмент, который нам будет необходим. Также можно купить в любом строительном магазине, стоит недорого. Сейчас я достану вам показать. Оп. Вот. Надфили мы ими непосредственно проводим по срезанному, либо же вначале скальпелем зачищаем зачищаем с помощью надфиля и дорезаем скальпелем лишнее. Ну так осторожненько срезаем, опять же более подробно все будет видео про облой, поэтому не забудьте подписаться и ждать ролик про облой. Вот. Надфили тоже нужный инструмент в работе.
часто используется, я его использую при каждой обработке миниатюр. Конечно, более подходит для пластиковых миниатюр, потому что миниатюры из смолы будут покрываться, так скажем, махрой, они будут махриться. Поэтому нужно использовать специальные техники, о которых я опять же расскажу в отдельном ролике про облой. Как избежать махры. Но если коротко, это вести в одну сторону. В одну сторону все защищать, тогда вы точно избежите такой проблемы, как махра на миниатюрах. Всегда советую вам убирать облой, потому что облойные миниатюры выглядят гораздо лучше, гораздо приятнее. Облой будет выглядеть как шрам на вашей миниатюре, поэтому вы всегда убирайте облой, и тогда все будет замечательно. После того, как мы сняли миниатюру с литников, доработали ее, так что не осталось облоя, мы проводим пальчиком и не чувствуем шва на стыке двух форм. Приступает время к склейке миниатюры. Для склейки миниатюры я использую клей, как бы он не звучало, да? У меня 3 вида клея. Первый клей это клей гель от RVL. В целом хороший крепкий клей, хорошо держит, часто его использую, вам рекомендую, можно купить в целом в любом художественном магазине, думаю, проблем не составит, стоит относительно недорого. Также у меня есть вот такой вот клей, он посильнее, чем вот этот вот. Также, кстати, вместо вот этого можно использовать момент, универсальный, там маленький, можете погуглить, какие есть в целом. Он спокойно заменяется любым другим брендом, любым другим клеем, тем же самым моментом. Вот. Да, также у меня есть вот такой вот специальный клей для миниатюр. Но носик часто забивается, поэтому очень-очень такое себе. Опять же, он был у меня в наборе с красками, поэтому я ими пользуюсь. Отдельно покупать его не рекомендую. Можно купить просто один клей момент и заменить эти 3. Но я обычно использую эти вот 2 для сборки. Клей ПВА использую для приклейки террейна. Мажем подставочку клеем и сыпем необходимые ингредиенты, будь то песок, будь то камни. В общем, клей ПВА тоже будет необходим при нашей работе. Но склеивать и миниатюры я не советую, потому что он держит, не так хорошо, как, скажем, вот этот клей, как вот Revell, или как клей Момент, или как вот этот клей. В общем, для сборки я использую более сильный клей, а для террейна отлично подходит ПВА клей. На него клеится в целом все, любые камушки, песок, сода, если хотите использовать ее как снег. В общем, вот такой вот наборчик я вам рекомендую использовать. И для начала этого вполне хватит. Да и впоследствии, если вы занимаетесь им как хобби, в целом вот этого набора вам должно хватить. Это вообще можно все заменить одним клеем. Здесь можно обойтись в целом ножом. Все-таки надфили это уже второстепенная штука. Первоначально надо приобрести набор ножей, это точно. Ну и кусачки в целом тоже незаменимая вещь в нашем деле. Вот, как-то так. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что думаете по поводу данного видео. Можете дополнить какую-то информацию, можете что-то не назвал, что вы считаете основным инструментом. Спасибо, что провели со мной это время, надеюсь, подчеркнули для себя что-нибудь новенькое и поняли, чего вам не хватает, или что у вас все есть, и в целом вы во все оружие и готовы красить миниатюры прямо сейчас. Всем спасибо, всем пока-пока.